Artist Painting. Почему в обложках к видео вы вставляете свое серое фото? Раньше были цветные. С чем это связано? Сколько времени в день у вас уходит на монтаж видеоролика? Ну, немного, час, может быть. Почему серые? Иногда хочется, например, выделить картинку, которую я показываю в конце ролика, цветастую. За счет серого моего изображения мордуленца оно более выигрышно смотрится. То есть, если я хочу выделить. А то глаз мечется, куда смотреть? То ли на картинку, то ли на мордуленцу. Бум-бум. А когда мечется глаз, чего хорошего? Жесино карт, как удалось снять дом Мане, там ведь нельзя ничего. Работа в конце очень... Ну, не запрещали. На телефон снимаешь, и все в порядке, без всяких таких устройств, вот этих вот мудрых, которые плавную картинку делают, стадикамы всякие. Вообще, когда оказываешься в местах, где художники там работали, творили, это перестает быть чем-то таким далеким, неведомым, картиночным, открыточным. Ты просто в этой среде находишься, и все сразу становится настоящим. Согласитесь, есть некая какая-то вот оторванность, когда ты на компьютере смотришь или в книжке листаешь какие-то там картины художника, изучаешь их. Это все равно какое-то вот что-то, значимость какая-то, и какая-то отдаленность тебя от этого материала, какая-то недосягаемость, ну, в ощущениях. А тут вот прям вот ты вот здесь находишься, ты видишь тот же дом Мане, его работы, там очень много его работ, сад, пруд, кувшинки, все это, это просто вот реальность, в которой он жил и которую он создал. Он считал, что этот сад – это одно из важных его произведений искусства. Алекс 2 Сандер. Вячеслав, какой у вас любимый формат в смысле размера холста? Вы знаете, это зависит от настроения. Если мне хочется пошалить, поэкспериментировать с какими-то новыми такими открытиями, я ищу, вот просто в состоянии предвосхищения, предоткрытия, то маленький формат для этого подойдет, потому что ты же оперируешь большими массами, открывая сочетания новые, гармоничные, ты ищешь, да, для себя, которые вдруг срезонируют у тебя внутри, сочетание пятен, цветов. И тогда небольшие форматы для экспериментов гораздо выгоднее, потому что ты можешь за час сделать несколько таких вариаций и почувствовать себя вот в том или ином решении. Есть состояние, когда ты хочешь написать большую работу, и тогда вот эти этюды, так называемые поиски, могут помочь, чтобы наиболее выгодный, такой, который тебя взрывает, сделать в большом формате. Это не значит перенести его тупо, скопировать. Нет, просто поиграть в эту игру в большом формате, там другие законы. Это как машину водить, например. Если вы все время, всю жизнь ездили на какой-нибудь малышке, на Запорожце, например, Горбатом, да, и вдруг вы пересели, я не знаю, на КамАЗ, везде есть руль и педали, но это другое ощущение. Так вы когда рулите? Мне довелось как-то, меня взяли как киношника, оператора, я снимал на Монблан, мы ездили с альпинистами, в общем, ездил, и все снимал, как они там везде там ходили, и мне было очень интересно Швейцария, Франция, Германия, и нас вез водитель, который в какой-то момент устал, был дождь, а это микроавтобус, я впервые... Я говорю, давай я порулю. Ну, он говорит, ну хорошо, ладно. Он отнекивался, я вижу, уже засыпает. И ночь, дворники, какая-то Швейцария. И я за руль вот этого микроавтобуса большого. И это другое ощущение. У него еще, естественно, не работала третья передача. То есть он разгонялся на второй, на ручке. И переходил на четвертую еле-еле. Она тянула на четвертый. В общем, было весело. С такой коробкой он поехал, значит, в путешествие 8000 километров всего проехали, без третьей передачи. То есть большая машина, она по-другому себя ведет. Еще люди все сидят тут спящие.
И ты, в общем-то, рулишь так это. Даже вот, например, чтобы возить на фуре, стать вот фуровозцем, нужно учиться специально. Они там загоняют фуру какие-то, там филигранная точность нужна. Но это вообще еще, это я, наверное, не смогу. Руль, педали, дорога. Ощущения другие. Так и здесь. Формат другой. Большую картину пишешь, это другие затраты энергетические, ну как-то по-другому все. Нужно же выверять, тщательнее работать с центром композиции, со второстепенными вещами. То есть все то, что ты знаешь, нужно здесь сконцентрировать в большом формате. Это просто другое настроение. Но если пишешь модель человека, то, или там обнаженка, например, тут на маленьком уже ты не выложишь, не сделаешь того, что ты сделаешь на среднем, большом, там 60/80, потому что нужно все-таки в натуральную величину стараться, чуть меньше размещать это тело, вот это пространство написать. Так что тут нужен, конечно, большой формат, и нужна смелость, широта закладки больших масс, всей этой пластики, сразу просто большой кисточкой. User MT5, ДДД, я на днях покрыла ретушным лаком свою работу, чтобы продолжить ее писать дальше, но потом передумала. Скажите, пожалуйста, через какое время теперь ее можно покрыть домарным лаком? Нужно опять ждать как минимум 3 месяца. Работу писала 6 месяцев назад. Но вы же не стали писать еще. То есть лак же быстро сохнет. И покройте сразу домарным. Лак к лаку, я думаю, вообще никаких проблем. Все это пристанет и не отдерешь. User NZ6 Италия. Чтобы писать на тянущем грунте, самый лучший способ добавить в разбавитель побольше масла. Вот такое предложение. Я не добавляю никакого масла в разбавитель, потому что тогда пропадает вообще идея тянущего грунта, который втягивает в себя излишки масла, а вы еще предлагаете насытить, больше масла налить, значит, в замесы. И что будет? То есть тогда нет смысла писать на тянущем грунте. Пишите на обычном, на акриловом. Если вам не понравился тянущий грунт, да не надо себя насиловать. Пишите, как вы любите, как у вас получается. Это я такой винтанутый на всякие эксперименты. Мне всегда интересно что-то новое достичь, познакомиться с новыми техниками. А они зависят от грунта, от этой основы, на которую ты кладешь масло. И от степени надавливания кисти все зависит, многое значит. И еще раз о фешенском грунте, юзер еще СК. Что правильно, если по холсту заводского производства водно-дисперсной акриловой или латексной, что больше вяжет? Водно-дисперсная латексная краска, это вот бывшая водоэмульсионка, вяжет хорошо. И нужно ли перед этим покрывать желатином холст? Нет, не нужно. Вот взяли покупной холст, водно-дисперсный, латексный, прокрыли один раз, я использую Дулус, и попробуйте писать. Будет хорошо. ТТ3 5075, мне очень нравится светлая и неконтрастная живопись. Беру тени заведомо светлые, раскладываю тоновые отношения, это очень сложно, но почетно. Получается перебел, мыло. Хочется светлой и сочной живописи. Посоветуйте, какой у вас об этом урок. В Новосибирске я писал храм, он довольно-таки тонко написан, такое вот светлое состояние. Посмотрите его, вот сейчас анонс, посмотрите и примите решение. Я думаю, он в любом случае будет полезен. Этот урок будет очень полезный. Он на тонкие отношения, прямо едва, на почти неуловимые, в тоне почти бывают там очень близкие или похожие, но в цвете разные. И вы увидите, как это работает, и как продвигаться в работе методично, спокойно, сравнивая, достигая точности в тоне и в цвете.
User YK, знакомое чувство, начинаешь работу, какая-то теплая надежда. Идет неплохо, заканчиваешь, смотришь, потом и разочарование. Ну да, это нормальное явление. Картину нужно, она должна настояться как коньяк. 5 лет. Мы же не копируем мотив, мы же создаем реальность новую. Такого еще не было. Вот любое наше произведение искусства, да, ну, холст, над которым мы работаем, это новинка в мире искусства. Ты же его сочиняешь из ничего. И он рождаться может быть очень долго, через мучения, через пробы и ошибки. Хочется и так попробовать пописать, и так. Ну, отставили. Пописали, отставили. Свежим взглядом раз, по-новому. И начинаете ее собирать или переписывать. Собирать по пятну, чтобы звучало. Вот это важный момент. Вот не по форме, какие-то там формы, различные объекты, а по пятну. Сочетание пятен, я об этом без конца говорю, сложно это сделать, знаю. Ну, такой путь предлагаю. Это перевернутое мышление. Не форму писать, а набор пятен. Это совершенно другой взгляд. Вы слышите об этом 100 раз, но попробуйте это делать. Сложно. На класс приглашаю в Армению в апреле, в начале. Будем этим заниматься. Приезжайте. Еще места есть. User.gf, ссылка после заставки в конце ролика не появляется. Пересмотрел несколько предыдущих сюжетов, там тоже нет. Я проверил на планшете, айфоне, не появляется. Такие приложения, усеченки, вы, наверное, смотрите на каких-то устройствах, вот этих, на маленьких телефонах, планшетах. На компьютере все есть. YouTube там все показывает. Там полная версия YouTube. Так что дело все в этом. В конце этого ролика я предлагаю нажать на баннер, где вы увидите видео о моей персональной выставке. Обзор.